Никто не знает, почему вне зависимости от мощности взрыва на месте человека всегда остаются дымящиеся сапоги. Похоже, это одна из постоянных и необъяснимых вещей. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alyx General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Вендетта. На нижней позиции начинает Маракар, подрывник Гла, генерал Джазис. Верхняя позиция Big Size, стандартная армия США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что, друзья, еще раз всем привет, давно меня не было на связи, но нашел время, подготовил для вас реплей. Игра в рамках челленджа между Маракаром и Сайзом, до 6 побед, приз 25 баксов. Первая игра, кто откроет счет, мы сейчас и увидим. Понеслась. Ну что ж, Big Size, 2 саплая, военный завод, пока нет барака, поехал дозер вперед, а барак как раз таки справа. Спамятся ракетчики и будет занимать, я так понимаю, Size сейчас домики, чтобы сюда Маракар не приехал и не начал давать здесь свою норку и в будущем захватывать вышки. Что же касаемо Маракара, есть военный завод, казарма, спамятся подрывники, ставится норка справа, как раз таки на защиту саплая, который также справа здесь на ресурсном доке расположен. Слева также есть ресурсный док, также есть подрывники и ставится фугас. Big Size уже сделал свой первый хаммер, поехал вперед. Вопрос, если там ракетчики нет. Ракетчиков пока здесь нет. Просто едет отменять, скорее всего, рабочих, чтобы Маракар не дал здесь никаких позиций. Ну и заезжает, слушайте, под саплай. Тем временем техничка пошла вперед, направо. Здесь есть хаммер, вроде бы как и контролирует, но техничке вроде как и удается также зайти. Вполне возможно, там есть какой-то подрыв. Да, там есть 3 юнита. Возможно, сейчас будет как раз таки подрывать военный завод. Маракар, высаживаются подрывники и взрыв. Первый взрыв, минус сапла, минус военный завод, и техничка даже уедет, вполне возможно, сейчас. Обратно на базу, шикарный подрыв, минус 2 здания разом, и Сайз, естественно, сейчас будет тормозить в своем развитии. Техничка пришла на базу, здесь катается и бьет как раз-таки хаммер. Здесь была блокировка саплая, но можно, в принципе, восстанавливать рабочих и продолжать добывать. Ну, хаммеру, похоже, что сейчас придет конец. Да, все верно, Маракар отбивается. Справа рабочий, интересно, достаточно стоит. Возможно, есть смысл пробежать дальше, но тут есть дозер. Если Сайз отконтролит этот момент, то норку дать-то не удастся. Хаммер здесь дежурит. И смотрите-ка, домики-то Сайз занял. Соответственно, Маракару здесь будет тяжеловато уже работать. Никакие норы пока здесь, я думаю, не прокатят. Так, ну и поехали технички по центру вперед. Есть здесь хаммер, есть ракетчики. Напоминаю, был подрыв саплая военного завода, поэтому хаммер пока что один. Так, ну я где-то слышу, что минус течь. Она как раз-таки слева здесь была уничтожена. Есть подрывники, но подрывников, я думаю, что Сайз закроет. И смотрите, как он одним хаммером здесь отбивается от кучи, в принципе, техничек. Да, еще минус течь. И остается только одна лазерлок, но Маракар передавливает сейчас ракетчика. Подъезжает близко, а там 2 подрывника. Я думаю, что это будет просто сейчас минус 2 здания. Да. Нет. Удалось Сайзу, молодец, удалось Сайзу все-таки отменить последнего подрывника, а так бы сейчас бы Маракар еще бы 2 здания забрал. Так, а тут тем временем Чинук летает, слушайте, вполне возможно здесь был какой-то дроп и вновь блокировка ресурсного центра. Справа посмотрите, что происходит, здесь домик, с домика наяривают ракетчики и дроп. Идет дроп рейнджеров, но дроп, я считаю, абсолютно бессмысленный, потому что здесь есть токсотрактор. Я думаю, что Сайз, возможно, отвлекся, просто отправил этот дроп. А если не отвлекся, то это просто, ну, наверное, фейл какой-то. Видел же токсотрактор, зачем дропал этих рейнджеров. И тем временем Маракар засаживает свою пехоту в этот домик и пробивает казарму. Казарма минусуется. И вроде бы как Сайз господствовал здесь на холме, рядом с этими вышками. Но Маракар спокойненько, я думаю, что это так и было, просто уничтожил здесь все позиции американца. Здесь домики перестреливаются, ну а Маракар тем временем поехал вперед. 4 технички, они с ракетчиками. Я так понимаю, что сейчас будет просто уничтожение дозера. Тем временем хаммер катается, минус техничка. Дозер минус, есть 1. Вот он как раз таки стоит и возводит второй военный завод. Смело, смело Big Size. Мне кажется, даже был уже бы смысл давать командный центр, но второй военный завод. Я так понимаю, что мы ждем лютый спам хаммеров. Казарма есть, ракетчики спамятся, электростанция тоже живет. Починить было бы неплохо, конечно же, эти здания. И техничка поехала по левому флангу. Здесь рейнджер бегает. Я так понимаю, что это очередной подрыв военного завода. Да, 3 подрывника. И здравствуйте, военный завод. Рейнджеров можно попробовать также дропнуть. И технички справа. Слушайте, растягивают Маракар то на правый фланг, то на левый.
получается. В принципе, Сайз пока не может из своей базы выйти, ему постоянно подрывают здания. Но есть юниты, есть 3 хаммера, есть пехота, есть медичка. В принципе, можно ехать и воевать. Захватов пока нет. Смотрите-ка, Маракар, да, все здания здесь позанимал, хотя ранее здесь господствовал Сайз. Опять техничка. Что на этот раз будет подрывать Маракар? Если, конечно же, это подрыв. Вновь военный завод. Но тут опять новый отстраивается. Смотрите, Сайз какой. Взрывается военный завод, а Сайз свой дозер спрятал в чинук. Он строил военный завод и вновь дроп дозера. И военный завод, я так понимаю, что сейчас будет отстраиваться. Хорошо работает Сайз, все контролирует, в принципе. Еще куча техничек направо. Ну как же Сайзу тяжеловато, слушайте, в этой игре. А тут тем временем течь от Маракара работает по рейнджерам. Они побежали на левый фланг, возможно, искать рабочего. Ну и заезжает Маракар. Есть, в принципе, у Сайза армия. Спамятся ракетчики достаточно много. Казарма живет. Не получилось ранее Маракару подорвать эти два здания. Ну и высаживается ракетчик и пробивает чинок. Пытается каким-то образом здесь Маракар сократить добычу, но один ракетчик будет, конечно же, уничтожать эти чинуки достаточно долго. И просто Сайз сейчас приезжает, ракетчика ликвидирует. Выучил, кстати говоря, апгрейд на Тоу. А насколько нагружены? Достаточно плотненько, кстати говоря, нагружены эти хаммеры. Можно попробовать сражаться. А тут тем временем рейнджер. А у рейнджеров есть флешки? Нет, флешек нет. Но есть токсотрактор, рейнджеров будет сейчас ликвидировать. Сражается тем временем Сайз тут с техничками. И Маракар получал. Хотя была потеря хаммера и медички. В принципе, нормально, но и Маракару тут досталось. А тем временем вновь подрыв военного завода. И я так понимаю, что да, еще есть 2 подрывника и еще минус 2 здания. Минус электростанция, минус казарма. Тяжко Сайзу. И смотрите, он вновь свой дозер спрятал в чинок. Молодец. Молодец, верхний боец. Контролит этот момент. Но постоянные подрывы американца. Постоянно ему приходится восстанавливаться. Поэтому он даже до базы-то доехать не может сейчас к Маракару. У Маракара тут все достаточно хорошо. У него 2 военных завода. Есть уже дворец. И первый черный рынок. Правда, пока фейковый. Но это, я думаю, что ненадолго. И вот уже и рокетбаги появляются сейчас на карте. Так еще и слева дает Маракар позиции. Ставит свой уже, я так понимаю, по счету 4-й ресурсный центр. Экономика просто шикарная. Для полного счастья, наверное, осталось только вышку захватить, которая, кстати, на карте осталась только одна. Верхняя вышка была уничтожена ранее. Ну и тем временем техничка объединяется в общую пачку и пока просто стоят на центре. А тем временем Сайз приехал хаммерами на левый фланг и пробивает ресурсный центр. Есть баги отгоняют, конечно, нужно отступать. И распродажа пошла. То есть все-таки удается Сайзу проводить атаку даже в таких условиях. И есть уже Джарман Келл сейчас от Маракара. Технички через центр, но хаммеров здесь много. И смотрите-ка, с нескольких сторон. Так посмотрите, какую пачку, слушайте, Сайз-то успевает все-таки наспамить. Несмотря на такое многочисленное количество подрывов, то есть все-таки удается собрать армию. Ну, хотя было потеряно, да, здесь вот 3 хаммера. Но удается Сайзу все-таки восстановиться. С 3 военных заводов спам идет. Нет казармы до сих пор. И, кстати говоря, 3 саплая, да, то есть есть экономика, 3 военных завода. И, в принципе, все достаточно шикарно. А тут тем временем Квад, правда, приехал. И чинуки отлетели. Пытался Маракар здесь сократить экономику. Ставится Стингер, но есть хаммеры работают. Уничтожается Квад и заходит Сайз. Заходит Сайз, Джарман Келл работает и минус пилот в хаммере, но садится пехота назад и хаммер в игре. Закрывается тем временем нора, подходит близко к саплаю, там на пути дворец, а там ракетчики сидят аккуратно, так еще и здесь справа работают баги, но баги минус, хаммеры по-прежнему живы, рабочие пошли воевать, пытается здесь Маракар подорвать, и слушайте, удается, минус 2 хаммера, точнее минус хаммер и медичка, минус тем временем рокет баги, и пробивается ресурсный центр. Мне кажется, было бы неплохо для начала убить военный завод, чтобы оттуда ничего такого бы не вышло, какой-нибудь демобайк, например. Но, тем не менее, уничтожается саплай, пробивается нора. Хотела баги выйти, но не вышло. Джарман Келл. А может быть, есть смысл подойти и подорвать с помощью Джармана эту пачку. Но Джарман ликвидируется, но успевает забрать пилота из хаммера и минус баги. Можно высаживать ракетчика и хаммер возвращать обратно в игру. Тем временем через рокетбаги пробивается еще один хаммер. Тут еще и одна рокетбаги слева. И, кстати говоря, Маракар выучил апгрейд на укрепленной постройке. И минус военный завод, минус саплай. И можно, в принципе, и норку эту также закрывать до конца. Да, все, и просто правый фланг сейчас у Маракара потерян. Так, еще одна армия приходит, пробивается тоже норка, только теперь уже на верхнем ресурсном центре. Ну и далее можно его уничтожать. И то есть экономика сейчас, конечно же, у Маракара срезается. Черный рынок распродается, заезжает Мотик и минус 3 хаммера вместе с пехотой. Прекрасно, осталось здесь только 4 ракетчика. И, слушайте, еще 3 хаммера приехали. Но тут баги, правда, мешают. Но, тем не менее, посмотрите, очистил.
очистил Сайз полностью, весь фланг сейчас Маракару, и Маракар начинает страдать, ну и перестраивать черный рынок. Так, ну здесь уже, конечно, не заехать, здесь домиков достаточно сильно сейчас стреляют ракетчики, много их там сидит, я так понимаю, сейчас давайте посмотрим, любопытно мне. Ну 3 штуки, но этого хватило, чтобы Хаммер уничтожить, но посмотрите, какой фейл, а, ой-ой-ой-ой-ой, просто остановился Сайз, потерял 2 Хаммера на месте, так еще и мотик заехал, и еще минус 2 Хаммера, но 5 живы, так еще и вот откуда атаку разворачивает Сайз. А где дроны? Где? Вот дроны появляются, потому что, ну, рядом-то фугас стоял, и сейчас просто Сайз мог на ровном месте всю свою армию потерять. Работает баги, мотик поехал вперед, пробивается Хаммер. Ну, успеет ли этот мотик доехать до этой армии? Но Хаммер один забрал. Хотя бы так, уже неплохо, себя отработал. Работает рокет баги. Минус еще один Хаммер, елки-палки, ну почему же Сайз-то не работает? Сейчас еще мог один Хаммер потерять, но баги уходит. В принципе, такой армией сейчас можно и уничтожать этот ресурсный центр. Я так понимаю, что Сайз работает без пехоты. Да, это просто пустые Хаммеры. И этого хватает. Но Сайз-то работает с 3 военных заводов и, наконец, разворачивает командный центр. А там ведь уже 4-й ранг, соответственно, мы ждем сейчас А10, Спектр Ганшип, мы ждем снайперов, которые будут, конечно же, сейчас американцу-то помогать. А вот здесь, тем временем, почему-то Сайз остановился, просто опять на ровном месте свои Хаммеры теряет. Лютый спам, на самом деле, сейчас от американца. Ну, в духе Сайза, на самом деле, то есть, это мочить массы своего соперника. Ну а Маракар тем временем перестраивается справа. Ну вот вышку, я думаю, что уже никто из бойцов-то захватывать и не будет. Некогда. У Сайза тут вовсю идет атака, а Маракару нужно защищаться. Он теряет одну за другой позиции. С помощью двух рокетбаги пытается как-то остановить Биг Сайза. Пробивает тут по Хаммеру, но отступает. Саплай-то все. Слева саплай все. Я так понимаю, что у Маракара сейчас из экономики только черный рынок. У Сайза с экономикой, я смотрю, пока полный порядок. Не знаю, может быть, да, вот, пожалуйста, он слева уже дозер привел и просто сейчас будет добывать. А тем временем тройная А10 прилетела и пробила дворец, но дворец выжил и бежит рабочий, чтобы его восстанавливать. Работает Джарман Келл, кстати, у Маракара ведь есть еще кэш-баунти. У него есть каркас командного центра, есть 4-й ранг, соответственно, он может сейчас уничтожать юниты американцу и просто рубить кэшбаунти. Но посмотрите, сколько здесь Хаммеров, огромное количество, которое, в принципе, должно завершать эту игру уже до основания. Мне кажется, что Маракар здесь уже ничего не сможет сделать, но Маракар сражается до конца. Он сейчас пробивает ресурсный центр, Хаммеры смещаются направо, командный центр уже практически готов, а ведь у Маракара ведь в запасе еще есть ребеля. Амбуш, командный центр 99-100%, командник готов, Хаммеры пока просто стоят рядом с саплаем, и вот он, долгожданный ребель амбуш, и минус саплай, минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Хаммеров разом одним ребель амбушем, шикарно. Так еще и баги едут и добивать оставшийся здесь трехлучковый Хаммер. Одни пилоты остались и рейнджеры. Но есть еще одна армия. Есть армия также слева здесь. Сайз работает. Квад попытается здесь, конечно же, подъехать и срезать чинуки. Но я думаю, что 2 Хаммера здесь должны справляться. Да, Сайз наконец начинает контролировать. Тем временем Токса-бомба залетает. Но только один Хаммер здесь был потерян, остальные успевают уйти. Пытался здесь Сайз срезать экономику, и в принципе у него это получилось, почти убил ресурсный. А сейчас еще и Токса-бомба тут, поэтому рабочих вывести-то не удастся. Маракару нечего добывать. Рабочий прибежал, но тут Хаммеры, и Хаммеров много, поэтому этот рабочий не помеха абсолютно сейчас. Сайзу 3 рокетбаги работают, минус Хаммер. Ну слушайте, держится пока Маракар, тяжко, но держится. Так, здесь тем временем рейнджеры выучил Сайз флешки и просто уничтожает пехоту в зданиях, которая сейчас тут от Маракара пытается как-то противостоять Сайзу, и пробивается норка. На пути командник, и также есть черный рынок. Разворачивается скрытая атака под саплаем. Выходят здесь рокетбаги, пробивает как раз таки ресурсный центр Сайзу, и работает Джарман Келл и минус пилот в Хаммере. А тем временем Сайз работает на правом фланге. Распродажа пошла командного центра и распродажа черного рынка. Ну и очищены позиции. Очищены позиции, Сайз их себе опять возвращает, ведь ранее они были-то за Сайзом, но Маракар выселил Сайза отсюда. Но Сайз все-таки забирает этот холм. Не знаю, вполне возможно даже еще и выучить захват и заберет себе вышку. Хаммеров очень много, но Маракар тем не менее не сдается. Смотрите-ка, токсины очистились, и он спамит сейчас рабочих и продолжает добывать у себя здесь на правом фланге. Саплай вернул, но вешается дрон. Смотрите, еще один дрон тут повесился, и в центре также дрон висит. И работают Команчи.
Уничтожают здесь пехоту, команчи от Сайза залетают уже под сапплай, но пока не пробивают рабочих. Почему? Потому что здесь есть два квада, есть военный завод, и это на самом деле очень хорошо сейчас для Маракара. Так слушайте, так он еще и слева здесь сапплай восстановил, и в 2 сапплая это добывает. Неужели Маракар сейчас еще и восстановится и даст какой-то отпор? Так еще и смотрите, как Хаммер себе перехватил и поехал рабочими вперед. Есть у Сайза стратегический центр, но тут еще и есть команчи, которые в принципе должны с Хаммером там справляться. А с рабочими успеет ли? Вроде бы как Маракар-то и доехал и пытается подорвать этот стратегический центр, но не удается. Стратег-центр все-таки жив. Дозер поехал, естественно, его сейчас восстанавливать. Ну и на правом фланге Сайз готовится атаковать. И если он вырубит этот сапплай, то вновь Маракар останется без экономики. Хотя есть ведь сапплай еще слева в центре. Здесь Маракар добывает, но там тоже есть Хаммеры, которые могут также здесь все уничтожить. Сайз поехал уже в атаку, рабочих уничтожает, блокировка сапплая все-таки состоялась, есть баги. Сайз заходит за ресурсный док, прячется. Вполне вероятно, все-таки, да, есть захват вышки. Все-таки захватил себе вышку Сайз, поставил на холме здесь сапплай и добывает, по сути-то, ресурсы Гла. Ведь они по закону-то ему принадлежат здесь, но законы для Сайза не писаны, я так понимаю. В этой игре работает квад, 1 и 2 уничтожает Хаммер. Работает тройная А10, минус нора и минус сапплай. Ну, слушайте, все-таки атака-то справа закрывается, но правый фланг вновь Маракаром-то потерян. И если сейчас он потеряет и верхний ресурсный центр, то тогда уже точно экономики будет, ну, неоткуда просто ее брать. Уничтожается скрытая атака. Здесь работает Джарман и выселил пилота, но Сайз вновь засаживается. Работают здесь еще и команчи, просто уничтожают нору. Уничтожаются здесь также квады, ракетчики, и Маракар сдается. Мы победили. Шикарная игра. Шикарная игра как от Сайза, так и от Маракара. Действительно, Маракар, ну, очень жестко давил Сайза, да, очень много было подрывов, и был ведь практически уничтожен, но попытался восстановиться, и даже мне показалось в какой-то момент, что все-таки Маракар сможет еще как-то развиться и дать отпор Сайзу, даже, может быть, и победить, но не вышло. Сайз все-таки передавил. Молодец Сайз, занял все-таки всю карту, действовал в своем стиле, мощным спамом, еще и позиционку прекрасную занял. Было куча экономики, много военных заводов, плюс повышение, и все это помогло Сайзу победить. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.